Противоударный защищенный смартфон, который может похвастаться отличным комплектом поставки, наличием коннектора U-Smart для подключения, к примеру, эндоскопа и не только, встроенным фонариком, отличным динамиком, который может заменить колонку, защитой класса IP68, IP69K и MIL STD810G, неплохими камерами, обширным функционалом, возможностью расширить внутреннюю память, и в целом это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к защищенному смартфону Ulefone Power Armor 16 Pro. Но как же дела обстоят на самом деле, я вам, разумеется, сейчас расскажу. Распаковка. У меня на руках полный комплект. Разумеется, за него нужно доплачивать. Поставляется данный смарт в ярко-желтой упаковке, пакинг неплохой. Комплект поставки хороший, в него входит защитное стекло, несмотря на то, что в стоке наклеена защитная пленка. Ключ для извлечения слота под 2 сим-карты и карту памяти только до 128 гигабайт, маловато. Данный ключ не теряем, так как без него будет проблематично доставать слот. Далее есть краткое руководство, ремешок для переноски, кабель USB Type-C, блок питания на скромные 18 Вт без запаса и сам защищенный смартфон. 16 Pro имеет разъем USB Type-C версии 2.0 и мини-джек. Неудобно то, что оба разъема находятся под одной заглушкой. Габариты смартфона следующие: 173 на 83 на 25 мм, а вес 410 граммов, что немало. Далее в комплекте есть док-станция 5 вольт, 2 ампера с 4 пинами. Разумеется, это удобно, так как не нужно постоянно открывать заглушку и подключать смартфон для зарядки к кабелю. Размеры док-станции 103 на 68 на 63 мм, а вес 126 граммов. Также мы имеем эндоскоп, и вместе с ним идет еще отвертка и наконечники. Последний — это чехол, на который можно крепить карабин или крепление с поворотным зажимом на 180 градусов. Качество всех составляющих комплекта выглядит надежно, что радует. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 мибэндов 6 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео 30 числа каждого месяца на стриме. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, нас там почти 14 тысяч человек, и телеграм-канал скидок 80 тысяч. Перейдем же к защищенному смартфону. Приобрести данную модель можно в черной или оранжевой расцветке. Выглядит устройство внушительно и массивно. Верхняя, нижняя и тыльная части смартфона прорезинены. В руке лежит он не совсем удобно, а если еще и надеть чехол, так вообще в одной руке не подержишь, если руки у вас как у меня. Сборка отличная, как и материалы. Все разъемы находятся под надежными прорезиненными заглушками. На корпусе расположили кнопку питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, качели регулировки громкости, программную клавишу, что удобно. Разумеется, настроить ее можно в настройках смартфона. Ко всему она поддерживает до 3 действий. Далее есть контакты для зарядки на тыльной части, петля, микрофон и динамик основной разговорный. Да, выглядит это дело как встроенная мини-колонка, правда. Диаметр динамика 36 мм, Hi-Fi, качество 122 дБ. Он довольно громкий, звучание в целом отличное, учитывая, что это динамик в защищенном смарте. Также есть встроенный фонарик на 126 люменов, светит он неплохо, но хороший карманный фонарик заменить данное решение, разумеется, не сможет. За что есть огромный плюс, так это всегда под рукой будет фонарик. Далее есть разъем U-Smart для подключения эндоскопа. Чтобы подключить эндоскоп, необходимо изначально открутить один винт, далее присоединить коннекторы и закрутить. Да, конечно, всегда необходимо с собой носить отвертку, которая идет в комплекте, а также винт, который откручивается от смартфона, маленький, и потерять его можно практически сразу. Помимо эндоскопа также можно подключить различные другие аксессуары, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте Ulefone. Их море. В целом данная модель оснащена множеством различных полезных доп. Фич, которые, как по мне, в полевых условиях будут полезны. С другой стороны, помним, что есть эндоскопы и с Type-C-шным кабелем, которые и есть эндоскопы, которые подключаются по micro-USB. Проблем с этим нет. На Алиэкспрессе, во всяком случае. Можно выбирать, что хочешь. Оснащен смартфон IPS-дисплеем на 5,83 дюйма с разрешением 1440 на 720 пикселей HD+, что, конечно, слегка расстраивает, так как нет даже Full HD разрешения. Хотя, с другой стороны, ты смотришь на эти цифры и тебе кажется компакт, а он вообще не компакт. Размеры, как и подбородок, просто громадные, но для такого типа смартов это норма. Плотность пикселей, внимание, 271 ppi, чего маловато. Яркость 480 нит. При прямом попадании света на экран яркости, разумеется, не хватает, а пользоваться смартфоном в солнечный день довольно затруднительно. Но можно. Частота обновления экрана 60 Гц, автояркость работает корректно, угол обзора для IPS-матрицы хороший, что радует. Далее экран не откликается на 10 касаний одновременно, как бы я ни старался, только на 5. Так что забываем про игры в 10 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, распознавания лица и стандартными способами. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, но не быстро. Распознавание лица срабатывает даже под небольшим углом. Экран для защищенного смарта расстроил своим разрешением и плотностью пикселей, но в целом его достаточно для комфортного использования. 16 Pro поддерживает FM-радио без гарнитуры, что круто и, я бы сказал, в каком-то смысле уникально. Процессор MediaTek Helio G25 с техпроцессом 12 нанометров и 8 ядрами, максимальная частота которого 2 ГГц. Графический процессор PowerVR GE
7320. Мне кажется, им еще доплатили, чтобы со склада вынесли эти старенькие процессоры. Интерфейс Android 12 версии, русский язык на борту, оперативная память на 4 гигабайта LPDDR4X, это неплохо. Внутренняя память на 64 гигабайта. Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, 5G сетей поддержки нет, а 4G есть бенды 7 и 20, и это топ. 16 Pro также поддерживает View LTE HD звонки, ощущаете? Связь смартфон ловит отлично, проблем с датчиком приближения не было, как и с микрофоном. К слову, имеется световой индикатор в верхней части экрана. Вибромоторчик неплохой, но не настраиваемый. Bluetooth версии 5.0, NFC модуль в наличии, можно установить MirPay, оплачивать покупки, за что плюс из навигации на борту GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. GPS-тест в городских условиях вы можете наблюдать на экране. Результат хороший. Емкость аккумулятора 9600 мАч, в PC-марке устройство выдало 15 часов 47 минут, тест я проводил на 100% яркости, это прям норм. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 18 Вт и зарядку от док-станции на 10 Вт. Полный цикл зарядки по кабелю занимает до 4 часов. Использовать 16 Pro как Powerbank можно, так как функция OTG на борту поедает за час просмотра видео на YouTube на максимальной яркости по Wi-Fi 6%, за час игры в PUBG улетает 14%, играть можно без проблем. Также я устанавливал различные гонки, и в подобных играх смартфон показал себя достойно. Смартфон не понижал яркость и не перегревался. Далее в меню также есть полезные приложения. Тот же эндоскоп, приложение под названием «Полезные инструменты», а в настройках имеется большое количество функций для комфортного использования смарта. Однозначно они будут кому-то полезны. Перейдем же к тестам. Geekbench в сингл-коре 156, в мультикоре 643. 3D Mark показал Slingshot Extreme 329, Slingshot 429. Остальные тесты недоступны. Vantutu выдал результат в 92 тысячи попугаев. Storage тест показал не совсем ужасные 8000, но по сравнению с остальными, конечно, это мрак. Летим дальше. Ulefone Power Armor 16 Pro имеет степень защиты IP68 и IP69K по классификации IEC 60529 и MIL STD 810G стандарт. Я его искупал стандартно, пытался каким-то образом залить динамик и подобное. По итогу под заглушки вода не попала, динамик как работал, так и работает. Весь функционал остался живым, что является отличным показателем. Но не советую его держать слишком долго под водой, нырять с ним не вариант вообще. Также я имитировал его падение на асфальт несколько раз, как с чехлом, так и без чехла. Защитный чехол получил незначительные царапины, как в целом и сам смартфон. Появилась пару неглубоких царапин, экран не треснул, но слегка поцарапалась пленка. Основной блок камер с тыльной части состоит из двух модулей LED-вспышки. Основной сенсор на 16 мегапикселей, Samsung S5K2P7 и макромодуль на 2 мегапикселя. Сенсора ночного видения не завезли, запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 1080p 30 fps, максимальное разрешение для фото 3456 на 4608 пикселей. Фронтальный сенсор Samsung S5K4H8 на 8 мегапикселей находится в верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 fps. Качество видео и фото не мрачное, в целом видеосъемка сильно не фризит, конечно, картинка мыльная, и по большому счету рассказывать про подобные камеры смысла нет. Но, к примеру, сделать фото какого-то объекта можно, и на фото получаются неплохими эти объекты. Видео для личного использования также более чем достаточно, какую там утку вы поймали. В стоке, к слову, более чем достаточно различных режимов, так что поэкспериментировать, поиграться, пока вы эту утку ждать будете, в поле есть с чем. Также отмечу, что есть подводный режим для съемки. Фронтальный сенсор для селфи использовать можно. Ко всему, снимки получаются качественными, учитывая тип устройства. Минусы: экрану не хватает яркости, мини-джек и разъем для зарядки находится под одной заглушкой, что неудобно. Ко всему, хотелось бы слегка больше мощи, оперативной памяти хотя бы 6 гигабайт. Интерфейс, разумеется, не виснет, но прогружается все долго. Также отмечу, что не совсем удобные коннекторы U-Smart, так как приходится постоянно откручивать винт. Лучше бы через обычный кабель сделали. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Комплекты, опять же, приходится докупать. Вопрос в том, нужен ли вам такой смартфон защищенный или нет. Не забывайте подписываться на телеграм-канал взаимопомощи и скидок. Лишнего там не постю. Сейчас там практически тишина, но кое-что да появляется. Резюмирую. Защищенный смартфон Ulefone Power Armor 16 Pro в полной комплектации, как по мне, хороший смартфон под разные сценарии использования. Да, круто, что различные фичи мы имеем, грубо говоря, в одном устройстве. Скорее всего, данная модель и вправду удобная во время каких-то строительных работ или в походах, или на охоте, или на рыбалке. Напишите ваше мнение по поводу этого смарта. От меня смартфону просто да, защищенных смартфонов хватает. Напишите, хотите ли вы топ защищенных смартфонов от меня. Напоминаю, что все защищенные смартфоны — это третий эшелон, то есть первый эшелон, крутые бренды их в принципе не делают. Всем огромное спасибо за просмотр. Пишите в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Добра и удачи вам, дорогие друзья.